Лошадка, видимо, никогда это яблок не ела, потому что она бы уже схватила, мне кажется. Да, она не понимает, что это, наверное. Ты откуси кусочек, она, чтобы запах почувствовала. Ладно, смотри. Она какая-то как будто пуганая очень. Блин, классная лошадка. Какая у тебя грива классная. Смотри, ей можно причесон делать. А наш путь лежит на трассу. Не остыл чай? Остывает, попей. Целую ночь был снегопад. Мы вышли на трассу. Стопить, снова стопить. Но, как видно по дороге, здесь вообще нет машин. Я не знаю, как мы поедем. Нам ехать не очень много. Где-то 200 километров. 250 километров, но проблема в том, что нам нужно на чем-то ехать, а здесь машина проезжает раз в 5 минут, если повезет. Кстати, что-то едет. Сейчас попробуем застопить. Скажи, Катя, не скучно тебе здесь сидеть? Нет, я читаю. Когда читаешь, не скучно. Тебе, наверное, скучно, да? Да, мне скучно. Надо ловить машину, блин. А да, нет давай машин. ловить. Я прям сейчас уже прыгну на дорогу. Но их просто нет. Сейчас я тебе сделаю прическу. Где же машины? Сейчас бы мотоцикл завести, сесть на него и поехать туда, куда хочешь. Мы бы уже были в этом городе, если был мотоцикл. А если бы у тебя был выбор запрыгнуть на поезд или залезть на мотоцикл, что бы ты выбрал? Не знаю. Мы пропали! Ну чё, не пропали, но... Возможно, нам придется потратиться на автобус сегодня, чтобы доехать этих гребаных 200 километров. Это ж так мало. В США у меня были такие случаи, когда я ехал из Нью-Йорка в сторону Майами. Вот. Но поначалу я ехал в сторону Балтимора. И я не мог никак уехать, потому что в США самый дерьмовый автостоп в жизни, где я был. Вот. И тогда у меня не было денег. И получается, я не мог никак ехать. Сейчас мы стопим с Катей. И если мы сейчас не уедем, мы в принципе можем пойти на автобусную станцию и попробовать узнать цену автобусов. А тогда у меня не было денег, я даже такой опции не было, чтобы пойти узнать. Нам сказали, что Рута 40, это типа 40-я трасса, сейчас закрыта, потому что зима, и там зимой никто не ездит. Поэтому получается, что наш город, в который мы едем, он как бы тупиковая ветка, то есть в него еще едут 200 километров, но после него уже никто не едет. И получается, весь трафик, который едет, он только едет в Эль-Чаутен, и дальше он по трассе по 40-й не едет. Из-за этого мало трафика, из-за этого, возможно, так сложно уехать, ну, в том числе из-за этого, это точно. Chicos, ¿guardan equipaje? Hola. ¿De dónde son? De Rusia. ¿Rusia? Sí. ¿Se van para el mundial allá o no? Ah, no. ¿Eh? ¿Para el mundial de fútbol? Sí. Sí. Pero nosotros no. ¿No? Sí. Argentina campeón este año. Что? Аргентина выиграет в этом году? No sé. Пойдем. Всегда, когда гоняете в автобусах, в какой бы то ни было стране, никогда не оставляйте, не сдавайте свой рюкзак в багажное отделение, потому что если вы едете, отправились там типа в очень большое путешествие, и у вас все ваши вещи в рюкзаке, то очень стрёмно будет, если его украдут.
Вот, а если у вас рюкзачок маленький, как у меня, то он поместится вот сюда, на верхнюю полку. Так что это большой плюс, не брать с собой огромный рюкзак. Мы оказались ночью в незнакомом городе в который раз, но это совершенно привычная ситуация. Сейчас пойдем в какое-нибудь местечко, где перекантоваться этой ночью. На улице ночевать холодно, опять же, поэтому на кауче здесь никто не отвечает, потому что большинство людей уехало как бы из этого города зимой. Это туристический город, и никому здесь не интересно находиться зимой. Все здесь летом только деньги зарабатывают, поэтому остается один вариант — найти какой-нибудь хостел, отель, не знаю, что-нибудь в этом духе. Сегодня мы проделали путь в 12 километров. Еще 12 километров нам предстоит пройти назад, чтобы вернуться в наш временный дом. И последний километр, который здесь, он самый сложный, это подъем примерно на 400 метров. Сейчас еще спуск будет. Здесь мы пришли к вершине Фицрой. Ее высота примерно 3000 метров. Даже побольше, чем 3000 метров. Там внизу озеро застывшее, но оно застыло как бы, и непонятно, что это озеро. Собственно, в это место мы ехали только, по сути, ради этих гор и ради красоты, которую мы встретили сегодня в этом национальном парке, пока прогуливались. Хотела побывать на той вершине наверху? Блин, мне кажется, там даже сесть некуда. Но это так казаться может. Ну как, ты заберешься с нее и слезешь в тот же день к базовому лагерю? На вершине никто не ночует, а обычно в базовом лагере ночует. У нас есть кексики, я про них забыла. И пируем. На ваше здоровье. Вот такой нам предстоит спуск с горы. Вот здесь внизу идет тропа, идет. Потом идти туда и вон туда, до города. Здесь обледенел спуск. В некоторых местах там очень скользко. Вот так здесь, обледеневает все. Все во льду. Сейчас пойдем обходить здесь. Мы находимся в чилийском городе Пунта-Аренасе. Это чилийский край земли. То есть Ушуая — это самый крайний город, самый южный город, но он находится в Аргентине. И город совсем чуть-чуть севернее Ушуая — это Пунта-Аренас, чилийский город, в котором мы сейчас находимся. Завтра мы отсюда улетаем. Мы купили билеты на самолет. На дешевый лоукост, потому что ехать автостопом по зимней Патагонии — идея не очень хорошая, как мне кажется. Может быть, если бы мы уехали немножко севернее, там было бы больше трафика. Как показывает практика, не очень получается у нас ехать автостопом здесь, потому что совершенно нет машин. Поэтому завтра мы улетим отсюда где-то на 2500 километров севернее, в чилийский город Пуэрто-Монт. И я думаю, что это последние километры в моем этом путешествии. Пока что я еще не купил билет домой, в Россию. Как-то это стрёмно делать. Почему-то страшновато. Пока еще не решился.
наш хост на работе, и мы как раз к его приходу постараемся приготовить, похавать чего-нибудь. Мы купили пасты, Салмана, правда, он его не ест, это мы себе купили. В общем, сейчас чего-нибудь приготовим. У него прикольный такой дом, я так понимаю, он очень много каучсерферов принимает. Вот здесь есть целая доска, на которой написано, тут по-русски написано, по-украински, по-корейски, ну, короче, еще на разных языках, по-французски. Вот. Вот это моя любимая. А еще сейчас снаружи, кстати, идет дождь, и достаточно ветрено и холодно, что создает особенную атмосферу уюта в этом здании, в этом помещении. А вот эта штука, это старинная печка, как сказал этот чувак, она привезена сюда первыми иммигрантами, которые сюда приехали в это место. И она сейчас переоборудована, то есть она очень древняя, она раньше на дровах была. Вот в эти штуки сюда клались дрова, вот. А сейчас она переоборудована под газовую печь, и во многих домах здесь, по его словам, вот такие печи стоят. И они очень классные. Там внутри горит огонь, эта штука нагревается сверху и становится очень горячая, и, короче, очень уютно от нее идет. Ну, от нее идет тепло одновременно, то здесь нет батарей никаких, как в России. Вот. И одновременно на ней можно готовить, чем мы сейчас и займемся. Начнем с пасты. На такой плите немножко долго будет разогреваться такой объем воды, но все равно. Никогда так еще не качало при посадке, Лёша. Прямо над деревьями летим. Сейчас сядем. Мне кажется, я наконец-то решил купить билет домой. Ну, как домой, в Россию для начала. Сегодня нашли 2 дешевых билета на 5 июля и на 4 и на 3. На 5 июля уже сгорел билет, к сожалению. И вот сейчас на 4 остался. Точнее, блядь, на какой? На 3. На 3. Стоит $476. Я уже вбил свои данные. Будем покупать. Пиздец, волнительный момент. Для пересадки в Соединенных Штатах Америки возникла небольшая такая неуверенность. У меня есть виза в США, но пересадка всего лишь 2 часа, и там, скорее всего, будет с офицером пограничный допрос. Покупаю. Нет. Извините, но для того, чтобы купить и проехать по вашему билету, владелец кредитной карты должен принести кредитную карту, использованную для этой покупки, и фото в аэропорт. Да и, блядь, сука, ебаная. В противном случае вам будет отказано в поездке. Кроме того, будет возможность. Можем... Да, даже имя разное, сука. Фига у них там правила безопасности. Бесит меня эти США за своими правилами.
Блин, а если ты покупаешь билет своему там другу, родственнику, кому угодно? Это же странные какие-то правила. Может, твоей карты купить? Давай. Давай сделаем так. И получится, что получится? Главное, чтобы... Да, главное, чтобы они только в Сантьяго это чекнули. Потому что если еще в США тебя попросят это посмотреть, то, ну, как бы... Не вариант. Не, ну это тупо же. Согласись, это дебилизм. Да, это тупо. Особенно, если ты, типа, покупаешь билет не себе. Какая, блин, разница? Давай с твоей карты купим. Я тебе переведу. Я купил его. Но нужно еще вылететь, потому что у них какие-то правила, что, короче, я не смогу улететь без Кати. Ей нужно будет показать свою карточку и документ, потому что мы с ее карты купили билет. У них такие правила в авиакомпании. Вот. И лечу я, знаете куда? Никогда не догадаетесь, в Южную Корею. Мы прилетели из Патагонии, и сейчас мы в Вальпараисо, пришли на рыбный рынок, чтобы посмотреть на морских котиков, но котиков здесь не обнаружилось, зато есть гигантские морские львы, они вот. Здесь рыбаки, собственно, ловят рыбу, продают ее прямо здесь, и я думаю, что эти львы очень хотят, чтобы их тоже покормили, я думаю, что их здесь кормят, поэтому они тут тусуются и морды свои вот так поднимают вверх. Они специально поднимают морды вверх, чтобы чувствовать запах. Когда мы проходили мимо них, то они чувствуют, что и слышат, точнее, что кто-то ходит. Они привыкли, что им здесь бросают какие-нибудь рыбные бошки, что-нибудь такое. И поэтому они такие сели, типа, давайте. Вот так еще делают. Блин, они, конечно, очень крутые. Я никогда не видела в жизни таких огромных, мамочки, господи, морских зверей. Они реально львы, они прям рычат, как львы. То есть они даже не котики. Прям видно, какие они не котики. Заканчивается мое путешествие по Северной и Южной Америке. Если честно, я не особо осознаю, что оно заканчивается, что я улечу через 2 дня. Ну, как будто бы это не со мной произойдет. Но тем не менее, это будет новая глава в этом путешествии, потому что оттуда я собираюсь уже ехать домой, уже по-настоящему ехать домой, потому что у меня было чувство, когда я летел в Ушуаю, у меня было чувство, что как бы уже все завершается, но на самом деле нет. Как бы после этого еще очень много всего произошло, и даже сейчас еще произойдет очень много приключений будет. Страшно тебе? Ну, позавчера я ходил такой, ну, после того, как купил билет, сам не свой, ходил что-то такой, вздыхал по улице, такой, блин, и прям очень странное чувство. На самом деле, похожее чувство на то, когда я улетал в Соединенные Штаты Америки, вот. И здесь то же самое, потому что я, наверное, знаю, что все поменяется, все будет по-другому. Сейчас уже не страшно, но я думаю, еще будет такое... Ну, это не то, что даже страшное, такое волнение интересное. Но я на самом деле очень люблю это волнение. Это такое же волнение. Я уже говорил тебе, что как будто я пришел на железнодорожную станцию, там готовятся составы к отправлению. Я такой стою с рюкзаком, такой, блин, вот сейчас мне нужно поймать состав, сейчас мне нужно как-то пробежать, чтобы меня никто не заметил. А если состав уже, допустим, едет, или догнать состав и не пропустить, вот какое волнение какое-то сродни вот этому вот. Как будто сейчас что-то будет. Вот, я думаю, когда уже будет рейс, когда я приду в аэропорт, оно усилится, но сейчас пока все спокойно, и это хорошо. Можно сказать, что я наслаждаюсь последними днями здесь, в Южной Америке, в этой стране. Я думаю, что она навсегда теперь останется в моей памяти. Я хочу продолжать учить испанский язык. Не страна даже, а эти страны. Вот, и я хочу, да, выучить испанский. Вот этот этап последний наш,
в который мы сейчас ехали, вот в Патагонию, все. Это было такое спокойное путешествие. Ничего такого не происходило сверх, как бы это сказать, ну там рискового, вот. А сейчас все опять меняется, и мне нравится это. Сейчас все будет, мне кажется, очень интересно. Я сам нахожусь в этом предвкушении. А пока что у меня есть пару дней, чтобы насладиться здесь, в Вальпараисо и Винья-дель-Мар, прекрасными чилийскими закатами, морскими котиками на берегу Тихого океана. Я не знаю, воздухом. Пойдем. А? Что прикажете делать? Не знаю. Тебе нравится Вальпараисо? Что тебе здесь нравится? Природа. Я чертовски волнуюсь. Сегодня 3 июля, и я наконец-то вылетаю из города Сантьяго. Вот я типа не понимаю, что сейчас лечу отсюда вообще. Такое чувство странное. Мне предстоит 2 дня полета. 2 дня! Сначала я буду лететь 10 часов до США, потом 2 часа пересадка, потом в США, еще по США лететь 5 часов, потом где-то час с чем-то пересадка, потом еще лететь до Кореи, до Южной, я точно не помню сколько, часов 11. И как бы смена еще произойдет дня, как бы я как бы немножко в будущее перемещусь. И для меня, короче, для вас, короче, мои дорогие зрители, это пройдет все вот так. А для меня это будет 2 суток почти, в которые я буду сидеть в самолете и размышлять о своей жизни, и засыпать, и не засыпать. И у меня уже типа начинается какая-то рефлексия, но она очень сильно перебивается всякими эмоциями и тем, что я сейчас должен сделать, потому что помимо этого всего еще нужно предпринять кучу попыток, чтобы... Не попыток, а кучу действий, чтобы прийти к успеху, так сказать, несмотря на то, что авиакомпании вот эти все стремятся облегчить это все с одной стороны. Но у меня осталось, как бы, по идее, здесь в Южной Америке несколько стран, которые я посетил, как бы, которые я не посетил, и которые я посетил, ну так, мельком проехал. И это хорошо, потому что есть повод вернуться сюда. Мы с Катей прощаемся здесь, в этом аэропорту. Она тот человек, который провожает меня после моего 3-летнего путешествия вокруг света. Короче, бля, эмоциональный момент. Пойдем.
Мы на стойке регистрации, что-то вообще очень так стрёмненько. А так там паспорт посматривает. Блядь. Очкую что-то вообще. Обычно это мне не свойственно. Томительный момент, как-никак. Что чувствуешь? Сердце чувствую очень сильно бьется. И страх такое, волнение. Такой странный страх. Очень странный. У Кати попросили карту, с которой она платила. Но без Кати я не могу улететь, потому что у меня карточка моя брата, потому что я не мог на себя оформить удаленно карточку. И брат на себя оформил, мне прислал. А если имя отличается, короче, они не сажают на самолет. Они типа смотрят, с какой карты была куплена, и этот человек, который купил карту, должен прийти. Поэтому мы с Катиной карты купили. Для меня это, наверное, больше, чем просто полет. Не так, как для многих здесь. Damas y caballeros, para garantizar una salida universal, esta airline solicita... Я вышел из метро в городе Сеуле в Южной Корее, и теперь единственные мои впечатления, которые остались, единственное, что я сейчас чувствую, я чувствую радость. Но, ну да, я вообще-то чувствую радость. На самом деле это мой 3-й раз в Корее за это путешествие. И, короче, сейчас я очень устал, потому что у меня был перелет, я почти не спал. Почти 2 суток, чуть не доходит до 2 суток, поэтому немножко вот уставший. Сейчас попробую найти хостел. У меня GPS на телефоне не работает. И, наверное, лягу спать, может еще выйду погуляю сейчас. Вот здесь такой воздух влажный, круто. Ну как круто. В общем, ностальгия какая-то. Why people are here? Basically people are here drinking, free drinking, before they go to clubs or maybe just spending the weekends away. Enjoying the weekends that's about to come, and basically to relax. Yeah, that's what I feel anyway. Yeah, and then this is my first week here, so And yeah. is it need for save money from buy some drink in club? In bars or in clubs, they provide a service charge. So that's why the drinks that you find in bars or clubs, they are normally more expensive. And plus, right, they charge tax here. That's why people tend to do this more often than going straight to the bars or clubs to purchase their alcohol. Police came and it was How is it problem? That is really loud. My homie from Russia. Yes, I am.
здесь туса на открытом воздухе. Что такое у тебя в руках? Это как водка в России. Только корейская. Да, это корейская. Тусовка рвется вовсю. Здесь у нас есть ребята с Мексики, с Кореи. Пойдем. Куда? Я не знаю. Куда-нибудь. В этом месте есть все, что нужно. Hi. Соджу. From Russia. Russia, Yeah. спасибо. Пожалуйста. Russia World Cup, Russia winner. Ага. Russia victory. Yes, that's true. Cheers, man. Yeah. Спасибо. Нахуя. Пожалуйста. You're from America too? Откуда они? Where are you? How old are you? 18. 2000. And you're here? How do you make here? How do you make it to Korea when you're Oh, Spanish. You speak Spanish? I really like it. I know. I really like it just like because I listen to it. I don't like girls. You got married another woman. Yeah, I'm gonna marry another one. You love some woman, but you got another woman. Look at my fucking eyes. Let me see this. Eyes, Anka. Look at my eyes. Not Korean. I'm like that. I'm straight. I was a kid. I don't care. I cut myself, but you know, gangster. I don't care. I'm a can shoot so many buckle, but you know, I Huh? always see Да. last people eyes. You are honesty. Honesty. Yeah. But you are little bit angst, little bit, A little bit, yeah. little bit. Yeah. I will work hard. I will try to What be the best. angst? That's last my time. Let it be. I will try to learn. You don't think about worry. You think about your fucking life. Hey, beautiful guy. Okay. Never ever. Thank you. Man. Adam Thank you, Tishai. thank you. Hi. I thinking about my fucking life every time. Yes. Yeah. Что ты здесь делаешь? Почему ты находишься здесь, в Южной Корее? Я учусь. Я Чему? приехала сюда на курсы корейского языка, потянуть свой корейский. Ты хорошо знаешь корейский? Нет, средний уровень. 3 года учила. Почему это так важно для тебя? Потому что это моя специальность, возможно. И как ты представляешь дальнейшую свою жизнь? На данный момент я хочу закончить университет и поехать учиться в магистратуру в Корее. Так ты уже в Корее. Да, Остаться. но я не закончила институт в России. Окей. И что это меняет? Ты сейчас здесь учишься, заканчиваешь и... Представь, Если получится, я переезжаю сюда жить. Как минимум. представь, ты достигла чего ты хочешь, и ты знаешь корейский в совершенстве, и ты здесь устроилась на работу, и твои дни
тянутся, ты переводишь там какие-нибудь тексты. И что дальше? Что дальше? А что дальше, я не знаю. Наслаждаться жизнью, наверное, много путешествовать. Куда? Пробовать что-то новое. Ну, во-первых, моя мечта побывать почти во всех странах Азии. Также я никогда не была в Европе, поэтому хочу съездить в Европу. Конечно же, Африка. И хотелось бы съездить вот в бедные страны Африки. Не знаю, с какой целью, но просто хочется. Ну, вот как-то так. А еще Южная Америка меня привлекает в последнее время. То есть ты хочешь сказать, что для того, чтобы поехать тебе туда, например, в Южную Америку, которая тебя привлекает, или в Африку, или в эти страны Азии, тебе нужно обязательно выучить корейский, на котором в этих языках на котором в этих местах не говорят? Просто выучив корейский, я могу получить здесь более оплачиваемую работу, нежели чем в России я ее получила. То есть, по сути, тебе нужны деньги. На самом деле, да. Ну, плюсом мне нравится учить иностранные языки, и я люблю корейский язык, сам по себе мне нравится. Корейский язык. Ага. А какие еще нравятся языки? Так, еще мне нравится испанский, очень нравится испанский, и турецкий нравится. Почему турецкий? Не знаю, я смотрела несколько сериалов, и на слух очень красивый. Прям, знаешь, мурашки по коже. Rishikesh, Bhagwan Rishikesh, Indian people know my New York. I touch Shivare Maria. Окей. То есть ты собираешься... Сколько тебе нужно времени для того, чтобы, ну, по-твоему, да, выучить корейский, например, и чтобы получить эту работу высокооплачиваемую и перейти к воплощению твоей мечты? Ну, я хотела бы 25 лет. Сколько тебе сейчас? Мне 21. То есть 4 года тебе нужно? Возможно, да, возможно меньше, возможно больше, я не знаю. А как бы ты посмотрела на то, чтобы, вот, например, сейчас ты бросила это все Ну, и отправилась туда, куда ты хочешь? ну, я понимаю, я могу все бросить и отправиться, но где я возьму деньги, чтобы существовать? Я вот этого не понимаю. Я не знаю, что я умею делать так хорошо, за что мне будут платить деньги вот в любой стране мира. Поэтому я могу уехать, но через несколько недель я останусь ни с чем. И к чему это приведет? Что я вернусь обратно к родителям домой? Я так не хочу. Мне нужна подушка безопасности, знаешь, чтобы путешествовать. То есть ты боишься устроить себе настоящее путешествие, настоящее приключение без подушки безопасности, когда все реально и на кону, на самом деле что-то важное. Ну, допустим, Тебе нужно что-то. Ты понимаешь, что ты так не будешь чувствовать реальный вкус как бы этого путешествия, потому что у тебя будет подушка безопасности. Ты понимаешь, что она будет сглаживать все твои ощущения. Потому что твой неправильный шаг будет значить, что, ну, ты можешь прибегнуть к запасному выходу. ну, знаешь, возможно, ты прав, но когда ты приезжаешь в страну, и ты не знаешь, на что тебе кушать, это ненормально. Как бы нельзя ставить себя настолько жесткие рамки. Почему? Почему? Ну, потому что это слишком большой стресс. Я согласна. Стресс? Ну и что? Стресс нужно... В смысле? Нужно Смотри. себя подвергать Стоп. стрессу, но... Ты хочешь это путешествие. Путешествие подразумевает новые эмоции и Приключения, стресс, да. и приключения. Ты понимаешь, я люблю что... приключения. Ты любишь? Да. Тогда почему ты сейчас отказываешься от стресса? Почему ты сейчас это нивелируешь? Когда это есть твоя мечта, и ты хочешь себе какую-то ебаную, блядь, подушку безопасности. Можешь объяснить? Потому что, да, это... Нет, почему логично? Рационально. Рационально, почему? Моя же жизнь не закончится в 25 лет. Мне же нужно думать о будущем. Что это значит? Что это значит, что мне нужно думать о будущем, что мне нужно получать навыки, опыт, которые помогут мне в будущем добиться чего-то. Смотри, а почему бы тебе просто не наслаждаться реальной жизнью, не поехать, не отправиться в это путешествие?
ты в этом путешествии получишь очень много навыков. Да каких-то Ка- Очень много А вот на навыков. что мне поехать в путешествие? В смысле, у тебя Билеты на нет самолет. денег на билет на самолет? Ну окей, Окей, у тебя есть... буду жить. Да, но ты будешь решать проблемы по мере их поступления. Это же есть приключения, нет? Ты же этого хочешь. Проситься к людям. Да, именно так. Ты будешь общаться с местными, проситься к людям, нет? Я смотрела канал на YouTube, где парень хотел совершить кругосветное путешествие, имея, несколько долларов. Так. Я не помню сколько. Но в итоге у него не особо получилось, но у него был... он был хорошо подготовлен. То есть у него была одежда, палатка, еда, наверное, килограмм 30. То есть благодаря этому он как-то мог жить. Ага. Ну, это классно, я вдохновилась, но все равно он не смог завершить свое путешествие. То есть ты боишься попробовать? Не, это не страх, это рациональный... Нет, не подменяй понятие, это страх. Я просто Это не страх. думала насчет этого настолько серьезно. У меня я держу эту мысль в голове, что да, я хочу, но чтобы подходить так серьезно, что вот следующим летом я, допустим, обязательно поеду, покупаю билет, бросаю все и еду, у меня такого нет. Потому что постоянно ты сейчас тебя держит что-то, ты должна закончить учебу, потому что родители вкладывают в тебя свои средства, и они хотят получить отдачу. Извини меня, но ты понимаешь, что ты таким образом строишь себе сама стену. Да. Понимаешь? Но, возможно, мне это образование пригодится в будущем. И я получаю... Ты говоришь не своими словами, ты говоришь, знаешь, как кто? Ты говоришь, как твои родители, тебе это образование пригодится. Мне родители такого Это не так, и говорят. ты говоришь, потому что вы нихуя не понимаете, Мне ребята. родители дали полный Вы выбор. ничего не понимаете. Слушай, блядь. мне родители дали полный выбор в выборе моей профессии будущей. То есть они сказали, учись где хочешь, как хочешь, мы просто будем давать тебе деньги. Вот, но главное, чтобы я закончила. То есть ты боишься оказаться без этой поддержки. Это так. Я это вижу. И он этого не понимает тоже. Но Все его комментарии об этом говорят. Понимаешь, что ты понимаешь, о чем я говорю? да, что все нужно бросить и реально начать жить. И Да, я говорю об этом. моментом, Именно моментом. наслаждаться. Понимаешь, что такое момент? Да, вот прямо сейчас. Ну вот, Глаза в глаза, допустим. об этом я и говорю. Короче, подумай об этом. А сейчас, ребята, я все же хочу рассказать, зачем я приехал в Корею. Во-первых, сюда был очень дешевый билет, а во-вторых, у меня уже давно был план. Он был еще с самого начала этого путешествия, еще когда я получал визу в США, в Владивостоке, у меня был запасной план, что делать, если не дадут визу. Так вот, я собираюсь через 2 дня отправиться в Владивосток, окажусь в России матушки, и я хочу проехать Россию на товарниках, так же, как я это сделал в США, от Владивостока до Москвы. Да, звучит амбициозно. Ну, в смысле, это будет очень сложно сделать, это будет непростой трип, но мне кажется, он будет классным, поэтому мое возвращение домой, можно сказать, оно откладывается. В том числе, когда нашел дешевый билет в Южную Корею, я обрадовался, потому что это был еще шанс такой, оттянуть немножко концовку путешествия. Не то, что оттянуть, я чувствую, что я еще прямо не готов оказаться дома. И получается, этот трип, я буду ехать несколько месяцев через всю Россию домой таким сложным способом, и будет много времени подумать и войти, так сказать, в нашу реальность. Увидимся где-нибудь на сортировочной станции во Владивостоке.